Несколько недель Александр просыпался с укусами, которые невыносимо зудели. Он думал, что подцепил блох в приюте, где работал. Но Ольга, его жена, заметив, что все тело мужа покрыто следами, испугалась сильнее, чем он. Страннее всего было то, что сама она оставалась совершенно здоровой. Квартиру убрали до блеска, выкинули все постельное белье, вызвали службу обработки. Но утром новые укусы появлялись снова. Александр недоумевал. Почему только я? Однажды вечером, когда они сидели перед телевизором, Ольга вдруг замерла, глядя на волосы мужа. Наклонилась ближе и побледнела. «Саша, нам срочно к врачу». В клинике доктор Иванов осмотрел Александра под микроскопом. Его лицо стало серьезным. Это не блохи. На коже головы отверстия, в которых живут паразитические черви. Они опасны не только из-за укусов. Их токсины поражают нервную систему. Ольга всхлипнула. Она вспомнила, как в последние недели муж путал имена, терял ключи, забывал простые вещи. Она думала, что это усталость. Оказалось, первые последствия заражения. Доктор назначил лечение и настоял. Нужна полная дезинфекция дома и приюта. Специалисты нашли в здании гнезда паразитов. Их занес один из постояльцев. Все помещение обработали, установили строгий санитарный режим. Лечение оказалось долгим и тяжелым. Александр мучился от слабости, головной боли, но постепенно пошел на поправку. Ольга все время была рядом, помогала, следила за курсом терапии. Через несколько недель он снова вернулся в приют. Там его встретили улыбками и благодарными взглядами людей, для которых это место было единственным домом. И тогда Александр понял, приют нельзя закрывать. Он больше, чем просто кров. Это шанс на новую жизнь. Ольга подала мужу чашку кофе и сказала тихо: «Теперь я понимаю, почему ты так борешься за это место. Оно действительно спасает».